Всем привет из солнечной Испании, и вы посмотрите, какая у нас красота. На улице сегодня плюс 20, солнечно, люди загорают, наслаждаются первым весенним солнышком. Морька красивая, бирюзовая, немножко грязная, конечно, но ничего, это к лету уберут. И сегодня я хотела прогуляться с вами немножко вдоль моречка и рассказать про общественный транспорт в Аликанте. И тут у нас два главных героя. Это автобусы и трам, такой гибрид трамвая и электрички. Автобусы. Автобусная сеть в Аликанте – это основной способ передвижения. Но расписание – это лишь гипотеза. Если на табло написано 2 минуты, это может означать как 120 секунд, так и водитель решил неспешно допить свой кофе con leche. Также автобус может приехать на остановку раньше расписания и со спокойной душой уехать себе дальше. И то, что ты не успел на него, ориентируясь на расписание движения, это только твои проблемы. Жди следующего. Не пытайтесь спорить с реальностью, просто нужно принять ее. После 2 часов дня начинается пресловутая сиеста. Город впадает в летаргический сон. И автобусы не исключение. Они начинают ходить реже. Трам. Трамвай, он же метро, так как часть станций проходит в туннелях под землей, он же электричка. Это единственное, что работает в Аликанте по расписанию практически. Есть линии от L1 до L5. Сеть хоть и небольшая, но охватывает даже пригород. Например, на L1 можно доехать прогуляться в соседний Бенидорм. Билеты и логика, точнее ее отсутствие. Вообще в Испании чуть ли не самый дешевый проезд во всех странах Европы. Но давайте я вам расскажу, как сэкономить еще больше. Существует волшебная карточка ТАМ, он же наш привычный проездной. Вообще билет на разовый проезд можно купить у водителя при входе в автобус за наличные, но тогда запасайтесь мелочью или купюрами меньше 10 евро, поскольку это непопулярный способ оплаты и сдачи водителя может просто не быть. И этот номер не сработает с трамваем. Что относительно проездного? Это ваш золотой билетик в мир дешевых поездок. Вы единоразово покупаете пластиковую карту, а потом заряжаете ее поездками. Продается она на центральной станции Люцерос. Геолокацию оставлю в описании к видео. Спускаетесь на подземную станцию, там в будочке сидит специально обученный человек, который вам эту карту и продаст. Пополнять ее можно как при входе на станцию, так и в обычных табачных киосках, которые по городу на каждом шагу. По итогу у вас есть 60 минут, чтобы пересесть с одного автобуса на другой или на трамвай бесплатно. Главное, не забывайте прикладывать карту к валидатору каждый раз при входе. Если час еще не прошел, повторно поездка не списывается. Про стоимость проезда. Сама карта стоит около 2 евро. Одна поездка за наличку стоит евро 50. С картой цена практически в 3 раза дешевле, 52 цента. За 2 поездки карта вам полностью окупится. И еще хорошая новость. Эта карта не именная, а значит, вам не нужно покупать пластик на каждого члена семьи. Просто передаете карту по кругу, прикладываете к валидатору столько раз, сколько человек вас зашло. Если вас, например, 3, то и пикнуть нужно будет 3 раза. Теперь пару слов про такси. Можете забыть о привычном комфорте и копеечных поездках. Нашего любимого болта или сверхдоступного Uber в их классическом понимании, считай, не существует тут. Точнее, Uber может отобразиться в приложении, но приедет за вами все такое же официальное городское такси по цене крыла самолета. Почему все так сложно? Потому что в Испании такси – это не подработка на выходные, а священное право, дарованное государством. Чтобы стать таксистом, нужно пройти 7 кругов ада и получить специальную лицензию, а это выдержит не каждый. И как следствие, количество самих такси чрезвычайно мало, что делает их ценник просто огромным. И, кстати, у всех такси голубые номерные знаки, можете сами оценить их количество на улицах города.
Ну а если после моего рассказа вы все еще полны решимости покорнять местную транспортную систему, то помните, что лучший способ передвижения по Аликанте – это пешая прогулка. Это единственный транспорт, который не бастует, не требует лицензии за 100 000 евро и не унижает на сиесту прямо перед вашим носом. Если видео вам было полезно, то жду ваши лайки и комментарии. До новых встреч!